Здравствуйте, дорогие друзья! Снова вас приветствую в игре Стационеры. Продолжаем наше прохождение. На улице буря, но давайте займемся огородом в первую очередь, потому что на улицу сейчас выйти невозможно. Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, подписка, лайк, прошу вас. Это с лайками вообще беда. Совсем не нравится видео? Пишите. Не стесняйтесь. Попьем. Поедим. Идемте посмотрим, что у нас там внизу творится. Пока ничего не творится. Что-то творится. Орел катается. Принцип работы: он сейчас скинет продукты в корзину. Да. И поедет, посадит семечку. Да. Это так работает. Здесь что работает? Здесь пока ничего не работает. Мы все собрали. Пшеница. В темноте. Вот с грибами, да. Не выполнено условие в темноте. Давайте выполним. Ладно, грибы будем собирать ручками. Вот эта вот тыква торчит, она бесит меня. Сколько у меня их штук? 6 штук. Давайте посмотрим. Рецептики. 2 тыквы на одну банку 2 тыквы. То есть берем тыкву, закидываем в мощин, кухонный мощин, ищем саму тыкву. Также здесь можно посмотреть 5 помидорок. У нас сколько помидорок? 12. О, так это же прекрасно. Тоже сюда же. Вяленые помидоры ищем. Тушеный. Делаем. Также мы можем что сделать? Рис. Сейчас посмотрим. Рисовый пудинг 5 штук. То есть на одну банку. 4 банки в данный момент получится. Занимаемся кухней. Так, дальше что у нас там еще есть? В больших количествах кукурузы 6 штук. Соевые бобы 18. Арбуз 3 штуки. 6 штук кукурузы. Кукуруза 5 штук надо. Ну, давайте еще поднакопим. Так, что у нас тут есть? Тыква. Делаем тыквенный суп. Каша. Делаем тыквенную кашу тогда.
Там был какой-то звук, как будто лопнуло, что-то взорвалось. Если вы слышали. Так, томаты. Томаты. А, рис. Вареный рис. Так, вот 3 банки. Так, ну давай поменяем тебя местами. Это вообще вот сюда пока поставим. Так, что у нас еще есть? Помидор. Где-то не выдержал кабель. Я даже знаю где. На больших ветряках, скорее всего. Не кабель, а предохранитель. Так, помидорки. Рис. Так, рисовый пудинг. Еда наша все, да? Атмосферка нормальная. Давление нормальное, температура нормальная. Так, все. Продукции закончили. По поводу курочек, я не знаю, кушают они рис, не кушают. Поэтому надо все пробовать, смотреть. Так, тут у нас что? 100%. Сюда посадить. Пока ничего не посажу. Могу тыкву посадить. Потом, когда семечко будет. А с другой стороны, пока не собрал по 10 семян, ничего туда сажать не буду. О, грибы. А, семена какао. Кстати, можно какао одно посадить. Кто за ним смотрит? Чё нет? Нет, пока не буду. Welcome. Enjoy your stay. Проверим предохранители. Ну чего ты, чего ты? Уже есть кислород, есть, все есть, что ты так дышишь? Свет включен. Дышит он так. Так, это дело можно пока выключить во время бури. Оно нам не надо. Тут мы ничего не производили. Давайте сразу сделаем предохранитель, чтобы он был. Кабель у нас есть, если что, в резерве. Так, ну и хочу, наверное, солнечные панели. Ой, забыл. Так, усиленная солнечная панель. Астралой.
Так, меди хватает, стали не хватает. Электрума хватает на 2 штуки, астролоя хватает. Делайте. Также сразу делаем 20 стекол. Так. Времени не хватает. Времени можно здесь выбросить. А, здесь его тоже нету. Прикольно. Делайте. Предохранитель забираем. Идем. Идемте посмотрим, что ж там случилось-то. Да, как я и говорил, видите? Я допустил ошибку. В каком смысле? Я поставил здесь на 50 предохранитель, а он здесь нужен на 100 киловатт. Вот так должен работать. Здесь нормально. Идемте посмотрим расход. Вернее, приход. — 82 киловатта. Это ли не прекрасно? Я даже хочу уже еще одну батарею. Подожди, ты мне один сделал? Я же вроде 2 просил. Большая батарея. Так, золото и кремний. Буря закончилась. Что у нас там? Ну, такое себе. Надо здесь еще один знак поставить. A few moments later. Упрашивать не буду. Считаю это некрасиво. Но намек кинуть стоит. Так. Так. Давайте здесь. Так поинтереснее. Медь. Медь у меня должна быть здесь. Также там нужно 4 листа стали. Давайте сделаем. Ну и пока все. Быстро торганем. И пойдем заниматься своими делами.
Что ты нам привез? Инструменты привез. Инструменты нам не нужны, не нужны. Хотя... Вот кабелей бы я купил бы 38 штук. Ну, чтоб их не делать. Всё в коробках. Баллончик с краской, аккумулятор. Высокоемкий. 300 баксов. А берешь что? Кекс, газ, воду. До свидания. Мгновенно гиперзвук включил и улетел. Так, а что с тобой не так? Что с тобой не так? И этого поймали. Оры. Руда. Сейчас проверим. Всех. Посмотрим. Мне, в принципе, только яйца нужны, но у меня денег может не хватить на яйца. Поэтому... Так, это у нас кто? Эко, короче. Экосфера. Эссентайлс. Ну, в общем. Вот, он опять семена привез. Кстати, вариант прикупить семян. Но с другой стороны, мы это все выращиваем. Что покупаешь? Консервы. Клейкая лента. 100 баксов. Бургер. Горшок. Лоток. 5 штук по 15 баксов. Вот такое себе. Какой у него корабль здоровый. Комната на двигателе. Да, насчет взлетной полосы, как бы я понял, что вот эти вот можно не ставить боковые, только одну полосу узенькую поставить, и все будет работать. Ну, я сделал так. Реактивный ранец включен. Как у нас дела? Все хорошо у нас. Все прекрасно. Все прекрасно, все растет. Осталось только добыть курочек. Так, продаешь руду, лед и какашки. Покупаешь консервы, пудинг, консервы, консервы. И прочный шахтерский рюкзак. Мы тебе сейчас сделаем. Хоть 100 баксов. Так, прочный шахтерский рюкзак. Сталь 6, январь 1. Запросто.
Держи, братанчик. Пока. Разберешься в темноте? Разберется. Все, идемте. Займемся нашими тарелочками. Да. Это я думал, что я поставил каркасики. Что у нас по металлу? А по каркасам один. Будет 5. И один нужен пока что. Не понял. А, это стальной каркас. Тогда сорян, сорян. Мы же прикупили проводов. Поэтому продолжаем. Вот так будет поинтереснее. Так, планы на сегодня. Я бы хотел заняться торговлей в первую очередь. Также, усилением добычи солнечной энергии мы уже занялись. Кстати, батарейки. Кстати, надо сейчас поставить батареечку. Не забыть. Вот. Давайте этим займемся. Электронные компоненты. Опять. Опять память дырявая. У меня же их нету нигде. Нету нигде. Также я хочу сегодня заняться компостером. И если получится, освещением на базе, на улице. Свет горит, все хорошо. Вот, такие планы. Впечатляет. А там посмотрим. Там будем посмотреть. Да, думаю, так надо ставить. Задел на будущее. Тоже надо было, кстати, вот так сделать. С заделом на будущее. Ой, извините, не то. Так. Данные. А, ну зарядка не идет. Ну, хотя бы моргать должен. А с чего он должен моргать, если зарядка солнечной батареи молчат? Во, заморгал.
То есть зарядка не идет, он не заряжается. Все понятно, предельно понятно. Было бы непонятно, а так понятно. Да. Хочу черную краску. Вот. Так куда понятнее, да? Так, солнышко скоро встанет. Здесь можно прокинуть тоже покрытие. Здесь у нас что? Сейчас посмотрим. Ой, все запущено. Продолжайте. Продолжайте в том же духе. Так, идем посмотрим, что у нас там в курятнике творится. Здесь, кстати, тоже не всё однозначно. Здесь нужны перила. Ну, уже навести красоту, как говорится, чтобы к этому не возвращаться. Перил у меня тоже нету. Нигде. Ну, я думаю, 4 штуки хватит. Стекло, железо мне пока не надо. Перила, краска. Так, перила забрали. Краска у меня какая-то там закончилась, походу желтая. Да. Как-то так. Так. Давайте, наверное, вот так сделаем. А, вот смотрите, там накидала уже пшенички. Супер. Пшеничка есть. Реактивный ранец включен. Пшеничка есть. Так, что я хочу? Угадайте, да? Ну, вот это и хотел. Так, с курятником все нормально. Что с тобой? Ты не заряжаешь. Что за бардак? Реактивный ранец включен. Только не говорите мне, что... Да нет, кабель целый. А мы можем это проверить. Не так, конечно. А вот так. Да, кабель целый. А, вот пошла зарядка. Я за это больше волновался. Думаю, ну не может быть такого. Как видите, батарейки начали работать, и зарядочка пошла. Все нормально. Все нормально. То есть, нажав на кнопку, вы его останавливаете. Он сейчас завершит свою операцию и остановится. Ну вот уже поинтереснее, видите? Шкала двигается, то есть он, грубо говоря, в правильном направлении шел.
74. Пять, 7. Правильная дорога идете, товарищи. Поймали. Сейчас посмотрим. Так, освещение на базе. Вещь хорошая. Работать будет только ночью. Сразу говорю. Потому что будет работать. Ну, я говорил в одной из серий, что я вот эту систему, которая при помощи которой работает майнер. Включен. Вот здесь у меня датчик, видите? Я думал отсюда закинуть, но у меня есть новости. У меня появился кодик на сокет, который это все будет выполнять. Oh my. Так что мы обязательно его потрогаем. Так, а что ты продаешь опять? Что ты опять продаешь? Композитная стена, пластик. Ну, блин, на это тратить деньги прям не хочется сильно, честно вам скажу. Консервы. Слитки покупать. Ну, такое тоже себе, честно. Мы же можем это все сами выплавить. Как бы оно прикольно, когда проблемы пойти накопать. Но у нас таких проблем нету. Вот бургер прикольная штука. Ладно. Пускаем его. Тебя включаем. Ищи. Команда ФАС, да? Что еще хотел приколоть вас? Где ты? Вот он, набор АИМ. Электрон Константан Астролой. Это робот-рудокоп. Вот это. Раньше, когда руды было много, ну, можно было копать на базе прямо до обновления. Его можно было сделать ему вот отдельную здесь комнатку и попросить его, и он бы копал бы себе и приносил бы вам руду. В чем смысл этого робота был? То есть он накопал себе, ему даете данные, ну, программируете, где копать. Здесь комнату с таким же вот шлюзом, ангарным шлюзом. То есть если буря приближалась, он получал команду, он приезжал, заезжал в свой ангар. Двери, естественно, закрывались, и он там пережидал бурю. Буря заканчивалась, он выезжал и опять ехал копать. Единственное было неудобство, надо было ему постоянно менять координаты. То есть, допустим, он в этом квадрате все выкопал, я не помню, какой у него там был квадрат, там, не буду врать. Ну, где-то в районе 4-5 фреймов там квадрат, вот он ездил, копал. Ну, примерно, я говорю, я точно не буду утверждать. То есть он, если выкопал в этом квадрате все, приезжает пустой уже, вы его могли перепрограммировать на другой квадрат, допустим, рядом. И вот он копал, привозил все, скидывал это все в склад, вот в такой. И вы просто потом подходили, брали, он копал и газы, и руды. То есть вы подходили, забирали. Прикольная штука была. Но сейчас она не работает. Опять же, есть в игре моды. Ну, я играю без модов. Потому что, ну, моды такое. Я считаю, что для тех, кто хочет научиться играть, прямо заморачиваться с модами. Да, они упрощают жизнь. Там есть разные интересные модификации. Но, опять же, но. Если вы учитесь играть, то вам проще это, наверное, сделать, научиться сначала без модов. А моды дело уже, когда уже будете иметь представление. 82, не в ту сторону. А, ты тарелку опустил.
Регистр. То есть понятно, да? Моды это уже будет тогда, когда вы уже будете понимать смысл игры, и там уже будете находить себе модики какие-то интересные. Благодарю за внимание. Кстати, насчет этой штуки. Давайте сразу тоже заморочимся. И нет, ты не делай мне эту штуку. Так, мне нужен анализатор атмосферы. Ну, в смысле газа в трубе. И сама труба в количестве одной штуки. Так как у нас теперь канистра, цистерна, одно общее с трубой, то есть считывать они будут. Так, как мне тебя лучше поставить? Ну, в принципе, нормально. А, тут же выключен. Я пытаюсь увидеть информацию. А информации нет. Так, то есть, видите, у нас закись азота. Идем теперь сюда. А, надо его обозвать. Анализатор газа в трубе. Закись азота. Теперь идем к этому в данный момент бесполезному мониторчику. Включаем, ищем анализатор атмосферы. Закись азота. Выключаем. Все. Показывает закись азота. То есть, да, видите, я попал так, что я поставил сначала эти цистерны, а потом они обновились, и теперь она без данных. Вот как-то так. Ну, опять же, если вы ставите новые цистерны без данных, просто вот так вот выводите на каждую трубу после фильтра перед цистерной анализатор атмосферы и ставите, да, и ставите и выводите все данные на мониторчики. Как-то так. Что у меня тут? Тут мелочи уже. Этот баллон можно отсюда забрать. И это все разобрать. Оно здесь уже не нужно. Ну и баллон в ящик. Не успел зарядиться последний аккумулятор. То есть надо форсировать. Реактивный ранец включен. Так, я думал, опять же, думал, долго думал. Сомнительно, ну окей. Надо сделать автоматизацию этого склада и поставить здесь, как он там называется? Вылетел с головы прям. Не измельчитель, да, а вот эту штуку. Компостер, во. Компостер. Так, ну давайте попробуем его поставить.
Компостер. Штука интересная. Интересная в чем? Ему нужна вода. Реактивный ранец включен. Он делает из растений. Так, где нам взять воду? Ну вот, вода идет у нас по этой стене, значит здесь его где-то и поставим. Он делает из растений, короче, их перерабатывает. Но при этом он выделяет летучее вещество. То есть, чтобы вы поняли, ему можно сделать коробку отдельно, закрыть его внутри, вывести кнопки включения-выключения наружу, чтобы вы могли включать, вывести трубы. Вот эти, с одной стороны у него вход, закидывает туда растения, а с другой стороны выход. То есть он делает удобрения, скидывает их. Но при этом он вырабатывает летучее вещество, ну, в каких-то там количествах, конечно. Вы можете его закрыть стенами, вывести опять же управление наружу и поставить, допустим, пассивку и в регулятор давления и направлять эту летучку прямо вот в красный баллон или в общую трубу. Как бы такой вариант. Ну, я вам рассказываю, какие варианты вообще есть. Можно так заморочиться. Остальные листы 5 штук. Ты прикольнулся. Он прикольнулся. Он надо мной прикольнулся. Ну давай сразу 5. Я скидываем. Вот так вот. Его сейчас соберем. Я буду выпускать в атмосферу. А с другой стороны показать вам, как это все работает. Ну, в кубе. Не знаю, лень мне что-то. Это лень. Давайте сделаем 10 транспортных труб. Не будем делать 10 транспортных труб. Делаем одну. Хотя... Ладно, посмотрим. Смотрите. Разделить пополам. Это кидаем... Нет. Это вот так вот кидаем сюда. Кидаем сюда. Ну, покрасили типа. Типа покрасили. Трубы для воды сразу. И еще прикол хотел вам показать. Кто не знает, вот это вот штука. Труба изолирована. Вот эта штука клейкая изоляция. Знаете, для чего она? Тут никак не подлезу, конечно. Реактивный ранец включен. А, подлезу. Берете ключ. И эта труба превратилась в изолированную трубу. Вы поняли? То есть любую трубу можно переделать в изолированную трубу. Плюс она может переделать обычную вентиляцию, радиатор в изолированную. Ну, короче, много применений там. Захотите, в F1 зайдите, почитайте. То есть любые трубы, допустим, вот я здесь, помните, поставил простую трубу.
Потом я все разобрал и менял на изолированную. А оказывается, можно было просто наделать себе вот этой изоляции и все трубы переделать в изолированную. Ну, прикольно же, прикольно. Ну, я так считаю, что прикольно. Реактивный ранец включен. Так, мистер. Да вас собирать. А, все, больше ничего не надо. Я тут набрал пластика. Так, хорошо, труба. Тын-тын-тын-тын. Ну, давайте так. И вот так. Я просто не знаю, где оно у меня там опять же будет выходить, заходить. Это все надо тоже обдумать. Как вывести, подвести, просто чтобы оно мне там на стол не падало. Поэтому я, наверное, сделаю даже вот, что у меня стол стоит там. Я не знаю, куда я попадаю. Реактивный ранец включен. Давайте посмотрим. А, не, все нормально, оно где-то посередине и выйдет. Ну да. О, как раз супер. Прямо перед Ларри выйдет. Обалдеть. Все, меня это устраивает. То есть проверяем. Ставим. Так. Итак, идемте смотреть, куда она вышла. Реактивный ранец включен. Реактивный ранец включен. Реактивный ранец включен. Ну да. Вот она прямо за Ларри и вышла труба первая. И рядом ставим вторую. То есть в одну я буду закидывать растения, а с другой будет выпадать удобрение. Так. Коннектим это все. Единственное, что надо будет вывести, да, кнопки. Ну, мы подсоединили данные. Не показывает ошибку, потому что вода не подключена. Так, с водой тоже вопрос будем сейчас решать. Реактивный ранец То есть у включен. нас вода, вот она выходит. Нам нужно ее завести вот туда. Мгм. Как-то она не совсем захотела заводиться туда, поэтому мы поступим хитрее. А, здесь обычная труба. Да ладно. Куда ты занырнула? Я что так поставил вроде. Ага. Слушайте, ну, тоже не такая и большая проблема. Пустить трубу. Внутри.
вот таким вот образом. Ничего нам не мешает. Вот так соединиться. Проверяем. Все, заработало. То есть варианты всегда есть. А если их нету, их надо искать. А что, так можно было, что ли? Вот так. Все, он себе этот будет выпускать. Я листы скинул. Стальные. У меня же стены. Стены. Реактивный ранец включен. Вот. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, еще 8 труб можно сделать. Да давайте 10 сделаем уже. На самом деле. Играюсь тоже. Так, что мне нужно? Мне нужно 2 чипа водовывода. Они у меня есть. Вот здесь. Трубу можно сюда положить. Эту сюда. Батарея у меня еще. Провод у меня есть. Вот это мне уже не надо. Попить. Поесть. Банку забрать наверх. Тут что, все работает у меня? Азота 10, 17. Прикольненько. Остановитесь. Остановитесь. Что там? Там надо включить, вижу, центрифугу. Уже напрягается. Тут, кстати, ничего не вываливается. Раньше вот эта руда, если была забита труба, вываливалась. Сейчас, прям не знаю, может и вываливается туда вниз. Ну, как говорится, замечен не был. Так, разгоняйся. Смотрите, чтобы она в стресс не ушла. Ну, по идее, не должна уйти в стресс. Здесь можно было сокет не ставить. Просто сделать микропроцессор, запрограммировать. Здесь есть вот такая шторка. И вставить его сюда. Но когда я увидел эту схему, то это была схема пифа. Спасибо ему большое. То он объяснил, что если вставлять туда микропроцессор, то она как-то начинает баговаться. Может, это уже исправили, но он ставил на сокет, и она работала без проблем. Поэтому я тоже поставил на сокет, и она работает без проблем. Ну, надеюсь, вам такое объяснение подошло. Ого, уголек-то ушел. Ушел. А, ну вот он. То есть вот
Один только торчал тут, ну, мы его видели. Так, смотрим, что там с торговцем. Экскаваторс. И нет экскаваторса. Давай, ищи нам экскаваторса другого. Пишите в комментариях, спрашивайте, задавайте вопросы. Я не знаю, как-то скромничайте. Идемте продолжим нашу... Реактивный ранец включен. тему с вот этой темой. Так, ну давайте пока поставлю не покрашенные. И сейчас мы их перекрасим. Вы как думали? Вы думали, я оставлю все так? Так. Давайте с зеленым. Ну, там не видно. А, уже и краска закончилась. Да что такое с этой краской? Потому что не использую пистолет. Она и кончается. Все, в принципе, поднимаемся наверх. Сейчас сделаю быстро краску. И это... Этот ящик покрашу тоже. Где-то я еще хотел шкафчик поставить у себя, наверное. Наверху. Зеленый закон. Так, идемте собирать. Welcome. Enjoy your stay. Опять вылетел с головы. Эту штуку, которая делает удобрение. Шкафчик мне нужен, по идее, на втором этаже. Так. То есть у меня вот это, получается, будет выдавать, а вот это будет забирать. То есть мы здесь ставим раздатчик. Здесь ставим приемник. Ну да, ну да. Теперь здесь красим так. А здесь вот так. Так как мы это сделали, у нас сейчас появился токсин в атмосфере. Вставляем. Включаем. Давайте посмотрим, что с... еще не выросли. Вы психи. Собрать семена. Еще один этот папоротник. Еще одно семечко нужно. Что там собираешь? Пшеничку? Молодец. То есть была Багулина с Ларри. Сейчас он, видите, и пшеницу собирает, все собирает. Ничего не делал в коде. Код проверили, сказали, код рабочий. Поэтому зря, как говорится, истерил.
Так, банку закинули. Управление. Управление вот этими штуками. То есть мне нужно найти место, где поставить два переключателя. Ну вот, прекрасное место. Раз. И два. Что я хочу от них? Я хочу узнать, где ближайший электропровод. Вот он. Так, теперь берем эту штуку и переключатель. Cool. Включить. И переключатель. Активировать. Теперь все объясню, покажу. Так, включить-выключить у нас будет красного цвета. Нет, тут оранжевое это. Блин, как это сделать? Лучше, ну короче, активация у нас будет зеленая. А включить-выключить тогда будет синий. Берем отвертку. Находим устройство, но у нас в одной сети на этом этаже. Вот он, улучшенный компостер. Во. Он. Здесь также находим улучшенный компостер. И здесь ставим Activate. Закрываем все стеночкой. То есть помним, это включает синий на фиолетовом. Ну, такое себе. Да чё ты? Так будет поинтереснее. То есть навели, написано включить, видите? Обозвали же его. Этот активировать. Все. Принцип какой? Закинули растение. Пришли, включили. Активировали. Активировать надо в том случае, когда что-то в нем есть. Активация без включения не работает. То есть закинули, включили, активировали. Выпали удобрения, собрали их в шкафчик. Поставили. Они стакуются, кстати, по 10 штук. Собрали, поставили в шкафчик. Для чего они делаются? Удобрения ставите в каждую лунку по одному удобрению. То есть взяли стак 10 штук и разложили на все 10 лунок. Также и здесь. Также и здесь. То есть удобрили всю почву. Удобрили почву, все у вас растет быстрее. Вот так это работает. Давайте проверим. Чего у нас много и не жалко. Ну вот 27 риса. Как бы это жалко, грибы жалко,
Рис не жалко. Рис у нас... Еще одну банку надо сделать, чтобы наполнить шкаф. Давайте сразу ее сделаем. Сколько нам надо риса? Рисовый пудинг. 5 штук. То есть берем рис. Ну его всего 9. Как бы мало. Просто, чтоб вы поняли, его тоже надо побольше закидывать. У нас продукты есть наверху. Кстати, я же хотел тоже заняться. Эту систему мы собрали. Компостер. Я хотел еще складом заняться. И поставить шкафчик наверх. Давайте это и сделаем. Так, шкафчик. Где мне нужен шкафчик? У меня есть один шкафчик. Зачем мне еще один шкафчик? Я вообще здесь слипер обещал поставить. Ну, такое себе ставить шкафчики везде. Ладно. Шкафчик я, наверное, здесь где-то хотел поставить. Мне, во-первых, не нравится, как стоит этот шкафчик. Вот так вот. Поинтереснее он стоит. Ну и... Тут он, конечно, не встанет нигде. Пускай будет. Шкафчиков много не бывает. Сделаю я, наверное, еще одну штучку, которая консервы катает вручную. Ну, чтобы у меня здесь не было пустого места. А хотя, зачем она мне нужна? Зачем она мне нужна? Давайте посмотрим, что по рецептам новым. Появились они или нет. Органика. Так, что мы можем делать? Сыр. Делается из молока в микроволновке. А сколько чего? Куда? 100. Спрашиваем, нет. Насыщенный бонус настроению нет. Интересно, но непонятно. Так, оплодотворенное яйцо, буханка хлеба, бургер. Вот мне интересно. В микроволновке 50 муки, 1 яйцо, 1 масло, 2 помидора и сыр. О, ребята, так давайте сделаем прямо сейчас бургер. Как вам идея? Я сказала, стартуем! 50 муки мне надо. 50 муки. Давайте попробуем 10. О, как раз 50 муки. Так, тоже становится интересно. Так, ставим 50 муки. 1 яйцо. 2 помидора и 1 сыр.
Так. 2 помидора. Сыр один это 100 грамм получается? А, да. Ты 1 грамм. Так, подождите. Один сыр. Вот здесь непонятно. Видите, сейчас могу запороть, а могу не запороть. То есть я поставил 5 грамм. Но он автоматом поставился. Надо проверять. Так, одно яйцо. Так, сыр 1, яйцо 1, помидора 2. И масло вроде там было, да? 1. Масло соевое. Так, хорошо. Масло. А масла у меня нету. Хорошо. Делаем так. И одно масло. Так, ну или запорим сейчас все. Потому что с сыром непонятно. А, ну вот написано бургер. То есть рецепт бургера рабочий. Включаем. Включаем. Да, все нормально. Ребята, у нас есть бургер. Красота-то какая. Лепота. У нас есть бургер. И сразу буст еде. Если обратили внимание, вот здесь горело. Ухудшается в шлеме и скафандре. Ну, давайте снимем шлем скафандр. Вот, смотрите. То есть качество еды улучшено. Тема-то рабочая, ребзя. Ребята, тема-то рабочая. Так, дальше. Мне стало интересно. Что мы ищем? Торт. Мука, молоко, яйцо, сахар. Сахар делается из сахарного тростника. Хорошо. Кекс. Мука, молоко, яйцо. Блин, ну прикольно, прикольно. Это же прикольно, ребята. Свет включен. Так, я хочу. У меня тут в углу стоит склад. Я хочу, чтобы он мне выдавал продукты. А выдавал продукты, чтобы он мне где-то вот здесь. То есть я хочу вот так вот сделать. Да, вот так. Здесь я себе выведу все показатели. Ну и всё. Welcome. Enjoy your stay. Идемте делать. Почему нет? Что ты нам рассказываешь? 57. Так. Во-первых, поднимаем тебя. Во-вторых, повернем тебя чуть-чуть. Не в ту сторону.
Так, мне уже интересно. Ребята, очень это интересно. Давайте, да, пофигу. Так, железо вроде присутствует. Сокет. Микропроцессор. Электрум. Я думал, вот в этом проблема, но проблемы нет, пока нету. Что я бы еще хотел сделать? Я же вам рассказывал. Я хочу вот этого Ларри как-то вот здесь поставить, по секрету вам скажу, чтобы он мне фильтра менял. То есть поставить ему, допустим, здесь шкафчик с фильтрами или ящик, я не знаю. Чтобы он ездил и менял фильтра. Идея вот такая у меня. Реализация. Идея плюс 5, реализация 0. Я не умею писать кодики. Травота. Вот так вот. Так, ладно, за этим мы вернемся. Идем сначала трубу протянем. Реактивный ранец включен. Опа-на! Куда-то я ушел во фрейм, походу. Во фреймик я ушел с этой трубой. Так что придется ее ставить где-то... Где-то вот здесь. Да. Десяточку труб, наверное. Так, что мне нужно для автоматизации склада? 2 консоли. 4. И 1 лампушка. И 2 логических. Так. 4 консоли, 1 лампочка, 2 логических. Так, правильно? 4 консоли, 1 лампочка и 2 логических переключателя. 7. Да. Так, консоль. 4 штуки. Че ты нам дашь, покажешь? Покажи нам что-нибудь интересное. А 58. Не в ту сторону просто поворачивал. Ну, полуавтоматика получается с этой тарелкой. 7. Пять. Это непонятно. 4. Издеваешься? И тарелку развернул почти на 180 градусов. А он недоволен еще. Так, что у нас там по батарейкам?
Это так и стоит. То есть надо еще, надо. Еще 2 можно заказать. Не знаю, у меня там по астролою. Беда, не беда. 53. Да ты прикалываешься. Так, ладно, пока он ищет, идемте посмотрим, что у нас по астролою. 10 грамм. Такое себе. Показалось, что лампочка заморгала. Так, тут у нас что? Есть 100 грамм? Есть. Значит, астролою быть. Медь и кобальт. Так, вроде. Да. Должно произойти все быстро. О, видали? Не забываем стравить давление. Горожу. Так. Сколько помню, 30, да? Электром опять. Да на тебе. Не попрошайничай. Так, что у тебя там? Стали хватает, электрон хватает, астролая хватает, меди хватает. Все, делай. Делай ты. Стекла есть. А мы идем... 4 опять. Че ты? Мутный какой-то. Он его сам ищет. Идемте посмотрим, что я тут наворотил. Welcome. Enjoy your stay. Так, этот нужно выключить. Фильтр, наверное, тоже. Да. Так, где вышла труба? Вот она, вот она. То есть, что я хочу тогда сделать? Тогда я хочу вот так ее сделать. Все-таки она мне будет сюда скидывать. Вот таким вот образом. И здесь ставим хорошая мысля приходит опосля, да? Вот таким образом. Ой, какой ты красавчик у нас. Что с грибами? Почему семена не дают? Темнота нужна. Беда, ребята, беда. Так, рис. Рис у нас почти. А нет, еще одну семечку надо. Рис вещь хорошая. Но всё, с этим разобрались.
Так, вот этот малыш, который Карлсон. Что я хочу? Я хочу поставить 2 консольки. Я хочу поставить лампочку. Что ты? Да. Также я хочу поставить 2 консольки вот здесь. Также я хочу поставить регулятор и кнопку. Вот. Теперь мне надо всю эту систему запитать. Так. Так. Красота неописуемая, я бы даже сказал, да? Неописуемая красота. Давайте сразу. Ну, тут можно и вот так сделать. Так, синий нет. Кнопка, 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 кнопка. Серый не хочу. Зеленый у нас есть, желтый есть. Оранжевый. Ну, давайте оранжевый. Так. Ага. Прибежал. А хэши? Хэши не поставил. Ну, это, как говорится, мелочи. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас все хорошо. То есть мы ставим здесь сокет. Вот таким вот образом. Соединяем его. Вот таким образом. Ставим пока временно эту штуку сюда. Эту сюда. Так. 2 стекла и 2 хэша. Я пошел. Welcome. Enjoy your stay. И фильтр для токсинов. Вон консоль была. Голова, 2 уха. Так. Фильтр токсины. Хэш значений. 2 стекла. А ты делай 10. Так, фильтр. 1 хэш, 2 хэш. Идем сразу поставим панельки, чтобы уже не возвращаться к ним. Ранец включен. А может, повезет. Может, что-нибудь купим хорошее. Только из этих побуждений.
Так, было 48 вроде. Ой. Ну, короче. 47, да. Так, по-быстрому. По-быстрому. 13 какашек давай. Шоколадный батончик, молоко, сыр, масло, сахар. Сахар. Давай один. Какао-порошок. Давай один. Что мелочиться, да? Яйца пока есть. Что покупаешь? Банку. До свидания. Но это не серьезно. Welcome. Enjoy your stay. Несерьезно. А, мне тут надо 2 сокета ставить. Ладно, ребят, наверное, закончим на этом серию. В следующей серии точно поставим. Потому что я что-то бегаю, а толку с этого? Тем более мне надо и кодик пересмотреть, переделать чуть-чуть. Так что... Это 23 есть, что нет. Да, тут 2 сокета надо сделать. Ну, все равно. Опять же, что-то сделали. Да, давайте я с кодиком разберусь. И потом мы все это сделаем. Давайте на этой тогда торжественной ноте. Ой, извините. Я с вами здесь попрощаюсь. Вот здесь. Желаю вам удачи, успехов. Всем здоровья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не стесняйтесь. Всего хорошего! Всем пока-пока.